теневом мире военных технологий, где секреты создаются и инновации рождаются под пристальным взглядом таких агентств, как Национальное управление ядерной безопасности, скрывается мир, окутанный тайной. Эти достижения, о которых редко говорят даже шепотом, существуют в рамках засекреченных проектов, настолько секретных, что даже Министерство обороны не видит полной картины. Представьте себе мир, где за закрытыми дверями втайне разрабатываются проекты летательных аппаратов, приближающихся к границам физических возможностей. Эта завеса секретности служит сразу нескольким целям. Она не только защищает национальную безопасность, но и дает стратегическое преимущество, не позволяя соперничающим странам повторить эти прорывы. Речь идет о контроле над интеллектуальной собственностью и о том, чтобы эти технологические чудеса не попали не в те руки. Исторически именно технологическое преимущество часто становилось решающим фактором в войнах. От радиолокаций и атомных бомб до передовых навигационных систем. Именно поэтому секретность в подобных инновациях стала крайне важной, особенно в 20 веке. Важно понимать, что, несмотря на слухи о сверхскоростных летательных аппаратах или непробиваемой броне, эти проекты находятся на разных стадиях, от начальных концепций до развивающихся прототипов, и далеко не все из них подтверждены как реальность. Информации о них крайне мало, она тщательно охраняется и зачастую окутана домыслами. Воспринимать эти технологии как уже завершенные и существующие факты было бы ошибкой. Однако секретность – это палка о двух концах. Секретность может создать среду, в которой инновации подавляются бюрократией, и сами системы, призванные ускорять технологический прогресс, становятся препятствиями. Хотя некоторые технологии в конечном итоге становятся достоянием общественности благодаря постепенной рассекречиванию или утечкам, их историческое значение осознается лишь спустя десятилетия, когда они были окутаны тайной. Когда мы снимаем эти слои сокрытия, перед нами открывается другая история. История, намекающая на возможности, которые до сих пор скрыты от мира и которые могут изменить наше понимание современной войны и исторических событий. Какие откровения скрыты в этих засекреченных проектах, ожидая своего часа, чтобы изменить ход будущих конфликтов? В лабиринте военной истории некоторые изобретения до сих пор поражают и удивляют нас своей дерзостью. Взять, к примеру, великого панджандрума – чудо Второй мировой войны. Разработанное британскими инженерами, это огромное колесо имело диаметр 10 футов и было начинено 4000 фунтами взрывчатки. Цель была амбициозной – на скорости 60 миль в час выкатываться на берег, пробивая мощные оборонительные сооружения. Однако испытания, проведенные в 1943-1944 годах в Уэствудха, Девон, показали, что устройство было крайне нестабильным и опасным. Хотя проект официально был отложен, впоследствии он прославился как возможный инструмент дезинформации в рамках операции «Фортьют», целью которой было ввести немцев в заблуждение относительно мест высадки союзников. А теперь вспомним печально известный филадельфийский эксперимент. Слухи о том, что ВМС США пытались сделать эсминец невидимым и мгновенно переместить его из Филадельфии в Норфолк, разжигали воображение. Тем не менее, эти истории остаются городскими легендами, которые флот регулярно опровергает. Они служат свидетельством того, как миф способен превзойти реальность. Не менее захватывающими являются рассказы о советском луче смерти, якобы способном останавливать воздушные налеты во времена Холодной войны. Несмотря на то, что эти истории вызывали страх, они так и остались в области догадок и спекуляций. Эти истории, будь то основанные на реальности или мифах, многое говорят об изобретательности и мифах, которые живут сквозь время. Они заставляют нас задуматься, какие еще технологические чудеса остаются скрытыми, ожидая, когда их распутают из ткани времени и тайны. Размышляя об этих чудесах, стоит спросить, какие современные достижения будут отдаваться эхом в коридорах истории столь же загадочно и восхищенно. Каждый год в Соединенных Штатах около 5700 патентов остаются под замком из-за закона о секретности изобретений. Этот закон, принятый в 1951 году, держит потенциальные военные инновации далеко от глаз общественности. Это не просто цифры.
Они представляют собой передовые технологии, которые могли бы изменить облик войны, но вместо этого их запрещено раскрывать. Тем не менее, иногда отдельные истории просачиваются наружу. Взять, к примеру, феномен стелс-технологий. Материалы, созданные для поглощения радиолокационных волн, создают иллюзию невидимости. Хотя детали разработки остаются совершенно секретными, само существование таких технологий подтверждено и меняет способы ведения военных операций. Эта инновация стала настоящим прорывом, хотя точная наука, лежащая в ее основе, тщательно охраняется. Инсайдеры, инженеры, ученые и военные часто сталкиваются с жесткими законами, запрещающими любое несанкционированное разглашение. Интервью на чувствительные темы должны быть особенно осторожны, обсуждая вызовы и этические вопросы, не раскрывая при этом секретную информацию. Например, моральные последствия создания технологий с оборонительным и наступательным потенциалом вызывают жаркие споры в закрытых кругах. Настоящая интрига заключается в том, что остается скрытым. Юридическая база закона о секретности изобретений гарантирует, что множество идей так и не увидят свет. Когда мы погружаемся в эти истории и задумываемся о том, что скрыто за завесой секретности, вопрос заключается не только в том, какие инновации уже используются, но и в том, что еще ждет своего раскрытия, оставаясь в тени национальной безопасности. Масштаб этих нераскрытых разработок намекает на будущее, полное неожиданных открытий. Стелс-технологии — это не просто игра с краской и углами. Это виртуозное сочетание инженерии и науки, позволяющее летательным аппаратам оставаться незамеченными. Истинная магия заключается в точных расчетах формы, стратегическом размещении вооружения и двигателей внутри корпуса, а также в хитром использовании радиопоглощающих материалов для уменьшения эффективной площади рассеяния. Бомбардировщик Би-2 Spirit воплощает это благодаря своей конструкции «летающее крыло», которое устраняет острые углы и хвостовые поверхности, чтобы свести к минимуму вероятность обнаружения радаром. Его вооружение спрятано внутри, чтобы сохранять обтекаемый профиль без отражающих поверхностей. Радиопоглощающие материалы не просто поглощают радиосигналы, а искусно рассеивают и поглощают их внутри многослойных структур, уменьшая количество энергии, отражаемой обратно к вражеским радарам. Эта инновация доказала свою эффективность. Операции 1990-х и 2000-х годов продемонстрировали способность Б-2 достигать и поражать стратегические цели, оставаясь незамеченным. Однако многие детали этих миссий и технологий до сих пор окутаны тайной. Появляющиеся достижения в области малозаметности все больше акцентируют внимание на беспилотных летательных аппаратах, которым предъявляются особенно строгие требования к скрытности из-за их меньших размеров и ограниченных энергетических ресурсов. Их конструкция должна противостоять различным методам обнаружения, от тепловых до электромагнитных и акустических сигнатур. Гонка малозаметности стремительно развивается. Противники совершенствуют радиолокационные возможности с помощью радиолокации с синтезированной апертурой и спектрального анализа. Ответные меры. Активное радиоподавление, обманные сигналы и инновации, которые еще не увидели свет. По мере того, как технологии малозаметности стремительно развиваются, границы невидимости в бою продолжают расширяться. Какие инновации все еще скрыты, готовые переопределить господство в воздухе и тактическое превосходство? Каждый раскрытый слой дает лишь мимолетный взгляд на невидимых воинов будущего. В скрытых коридорах военных инноваций экспериментальное оружие находится на грани научной фантастики, вызывая одновременно и надежду, и осторожность. Обещание систем направленной энергии, которые часто сравнивают с лазерами из фантастических вселенных, теоретически способно обезвреживать воздушные угрозы со скоростью света. Тем не менее, эти системы в настоящее время сталкиваются с огромными энергетическими потребностями и проблемами эффективности, что отражает их статус преимущественно экспериментальных разработок, а не повседневных военных инструментов. Снаряды сверхвысокой скорости открывают окно в стремительный мир современной войны. Эти боеприпасы, движущиеся с невероятной скоростью, раздвигают границы физики, достигая испытательных дистанций более 2000 миль. Однако реальность далека от простоты.
Эффективность зачастую зависит от окружающих условий и характера цели, а материалы должны выдерживать экстремальные температуры и нагрузки, что ограничивает возможность массового производства. Тем временем вибрации акустического оружия проносятся по воздуху, намекая на нелетальные столкновения, которые дезориентируют и сбивают с толку. Эта область по-прежнему окутана этическими дискуссиями и юридическими ограничениями, признавая свое присутствие не только в обороне, но и как инструмент гражданского контроля и управления толпой. Шепот нераскрытых физических технологий и секретных проектов разжигает воображение, хотя в основном это относится к области спекуляций. Вместо этого новые обсуждения сосредоточены на достижениях в области искусственного интеллекта, автономных систем и интеграции новых материалов. Отклики на брифингах по вопросам обороны подчеркивают, что слияние этих областей становится переломным моментом, формируя поля сражений будущего. Несмотря на свою загадочность, экспериментальное оружие постепенно становится более понятным благодаря разоблачениям и удобным утечкам, знаменуя эру беспрецедентной военной модернизации. По мере того, как этот сверхсекретный арсенал развивается, один растущий вопрос остается. Как эти скрытые инновации изменят будущее военных конфликтов? В современном взаимосвязанном мире война превратилась в сложное цифровое полотно, где кибератаки стали не просто вспомогательным, а ключевым элементом. Кибервойна, официально признанная как преднамеренное использование кибератак государствами или международными структурами, направлена на подрыв национальной безопасности путем атаки на инфраструктуру, экономику и социальные системы. Эти атаки варьируются от взлома до распространения вредоносного ПО, тактик отказа в обслуживании, программ вымогателей и шпионажа. Все они направлены на парализацию ключевых систем и извлечение конфиденциальных данных. Особого внимания заслуживает операция Stuxnet, печально известная кибератака на иранские ядерные объекты, которая наглядно показывает, что цифровые операции выходят далеко за рамки простого хищения данных. Современные конфликты, такие как события в Украине, наглядно демонстрируют, как кибератаки органично сочетаются с физическими военными действиями, подтверждая их незаменимую роль в современной войне. Гибридная война еще больше усложняет эту картину, сочетая кибератаки с разведывательными операциями и стратегиями влияния, распространяя боевые действия на сферы общественного мнения и геополитического влияния. Этот многогранный подход бросает вызов традиционным представлениям о стратегии и открывает поле битвы, выходящее за пределы видимого. В мировом масштабе разгорается ожесточенная кибергонка вооружений, поскольку государства развивают как наступательные, так и оборонительные кибервозможности. Эти усилия учитывают уязвимости нулевого дня. Это недавно обнаруженные эксплойты, для которых еще не существует известных исправлений и которые представляют собой серьезную угрозу безопасности. С помощью специализированных киберкоманд страны укрепляют свои возможности для проведения и отражения подобных цифровых атак. Кибервойна – это не просто теоретическая конструкция. Она закреплена в законодательстве США и признана международным правом, что подчеркивает серьезность и легитимность этих цифровых противостояний. По мере того, как мы погружаемся глубже в тайный мир киберпространства, традиционные представления о военной мощи претерпевают изменения. В этой сложной паутине кибервозможностей какие еще достижения ожидают своего часа, чтобы переопределить господство как на видимых, так и на невидимых театрах военных действий? Камуфляж – это далеко не просто покрытие из листьев, каждая его нить пронизана историей и наукой. Путь начался в середине 17 века, когда стрелки впервые стали использовать зеленую одежду, чтобы сливаться с окружающей средой. Однако настоящая научная основа камуфляжа уходит корнями в новаторские работы Эббота Тейера. Известный как отец камуфляжа, в своей книге 1909 года «Маскирующая окраска в животном мире» он заложил основы современных методов, показав, как животные используют цвет для сокрытия. К 1942 году вооруженные силы США по инициативе генерала МакАртура приняли камуфляж для операций на Тихоокеанском театре военных действий. Популярность приобрел узор «лягушачья кожа», разработанный садоводом Норвелом Гиллеспи. Это ознаменовало переход от ограниченного использования камуфляжа в Америке к его широкому внедрению в военную форму.
Современные достижения заключаются в адаптивных материалах с нанотехнологическими возможностями, что является шагом к почти полной невидимости. Эти технологии, хотя пока находятся на стадии исследований и испытаний, нацелены на индивидуализацию тепловых следов, снижая обнаруживаемость в инфракрасном диапазоне. Пока наука стремительно развивается, полная интеграция этих решений на горизонте. Камуфляж выходит за рамки одежды, адаптируясь к разным условиям, от джунглей до городских ландшафтов. Его применение распространяется на танки, самолеты и корабли, как, например, эффектные узоры ослепляющего камуфляжа времен Первой мировой войны, созданные, чтобы сбивать с толку противника оптическими иллюзиями. Хотя цифровые проекции в реальном времени пока остаются в основном экспериментальными, они намекают на будущие инновации. От исторических истоков до передовых технологий камуфляж остается мастером адаптации к окружающей среде, постоянно эволюционируя. Какие будущие прорывы могут изменить способы, с помощью которых солдаты исчезают на виду, и как эти инновации отразятся в летописях военной стратегии? Мир шпионажа всегда процветал благодаря инновациям, порождая устройства, которые поражают воображение. В эпоху Холодной войны одним из таких чудес был микроточечный фотоаппарат. Это крошечное устройство позволяло агентам фотографировать документы и уменьшать их до почти невидимых размеров, искусно пряча внутри писем и повседневных предметов, чтобы секреты оставались в безопасности прямо на виду. Вопреки распространенным мифам, таким как очки с цианидом, советские агенты, оказавшись под угрозой поимки, использовали более скрытные методы. Часто это были кольца с потайными отделениями для хранения ядовитых веществ. Печально известный Уотергейтский скандал 1970-х годов продемонстрировал изощренное использование подслушивающих устройств, когда жучки фиксировали важные разговоры, наглядно показывая, насколько передовые технологии стали ключевыми в операциях шпионажа. Прослушка была далеко не новым изобретением того времени, она совершенствовалась на протяжении десятилетий, ознаменовав значительный прогресс в методах подслушивания. В современную цифровую эпоху ландшафт шпионажа изменился кардинально. Теперь шпионы используют передовые шпионские программы для проникновения в смартфоны и компьютеры, похищая данные бесследно. Эти цифровые инструменты представляют собой новый рубеж, где киберразведка стала столь же важной, как и традиционное шпионское ремесло. Дроны добавляют еще одно измерение к возможностям шпионажа, а их истоки восходят к таким проектам, как насекомоподобный инсектотоптер 70-х годов. Эти управляемые на расстоянии устройства продемонстрировали первые попытки скрытого наблюдения, эволюция, которая активно продолжается и сегодня. Этот путь от механических гаджетов к цифровым уловкам рисует картину неустанных инноваций в сфере шпионажа. По мере того, как наше исследование продолжается, стоит задуматься, какие скрытые технологии разрабатываются сейчас и вскоре станут инструментами тайных операций завтрашнего дня. С каждым новым открытием искусство шпионажа продолжает завораживать. Окутанные тайной и шепотом интриг, дроны тихо произвели революцию в военной стратегии, далеко выходя за рамки обычного применения на поле боя, погружая нас в мир, где единственным ограничением остается инновация. Хотя этими воздушными чудесами зачастую управляют операторы, находящиеся в безопасности вдали от зон конфликтов, прогресс неустанно расширяет границы их автономности. Например, системы, такие как МК-9 Reaper и Bayraktar TB2, наглядно демонстрируют, насколько важными стали дистанционно управляемые операции. В электронной войне дроны играют значительную роль в подавлении вражеских коммуникаций и применении ложных тактик. Эти возможности идеально соответствуют современным стратегиям обороны, и Министерство обороны США проявляет интерес к использованию дронов для электронного подавления, что подтверждает этот курс развития. Оснащенные мультиспектральными сенсорами, дроны становятся незаменимыми для разведки, предоставляя информацию о вражеских формированиях, скрытых в видимом спектре, что позволяет получить практически идеальный стратегический обзор. Концепция роев дронов, когда небольшие скоординированные БПЛА действуют как единое целое для преодоления вражеской обороны, выводит военные инновации на новый уровень.
Эти возможности роевого взаимодействия не просто фантазии о будущем, а активно развиваемое направление в рамках оборонных проектов США. Они предназначены для того, чтобы перегружать и вводить в заблуждение современные зенитные системы. Хотя многие детали остаются засекреченными, дорожная карта развития дронов продолжает двигаться в сторону интеграции искусственного интеллекта и совершенствования коммуникационных сетей, концепций, которые в настоящее время тайно тестируются в военных кругах. Тем временем, стратегические последствия инициатив, запланированных на середину 2020-х годов, открывают будущее, в котором дроны будут бесшовно взаимодействовать с пилотируемыми платформами. Это еще раз подтверждает их ключевую роль в современной военной доктрине. По мере того, как эти безмолвные стражи развиваются, исследуя неизведанные горизонты и переосмысливая тактику ведения войны, остаются вопросы. Какие новые возможности все еще скрыты за закрытыми дверями? И как эти усовершенствования могут изменить глобальную военную динамику? С каждым технологическим прорывом дроны становятся воплощением скрытых возможностей, приглашая нас задуматься об их роли в будущих, еще невообразимых конфликтах. Подводные лодки класса «Вирджиния» с ядерными энергетическими установками могут находиться под водой несколько месяцев, не всплывая на поверхность. Эти технологические чудеса оснащены передовыми средствами акустической малозаметности и тихими системами движения, что делает их одними из самых бесшумных и неуловимых судов под водой. Благодаря специальным покрытиям корпуса и внутренним системам шумоподавления они сводят к минимуму свою звуковую сигнатуру, что позволяет им оставаться незамеченными даже для самых современных вражеских систем. Оснащенные для выполнения как морских, так и наземных ударных миссий, эти подлодки имеют вертикальные пусковые установки для ракет «Томагавк» и торпедные аппараты, расширяя свои тактические возможности. Их часто называют «безмолвными стражами». Они обладают непревзойденной способностью наносить точные удары из скрытых глубин, что существенно влияет на военно-морские стратегии и операции на поверхности. Эта стратегическая мощь заставляет государства пересматривать подходы к морской войне, учитывая подлодки класса «Вирджиния» в каждом военно-морском расчете. Эволюция этих подводных лодок намекает на будущее, в котором подводные дроны и сетевая война будут играть ключевые роли. Хотя эти достижения пока находятся на стадии исследований и экспериментов, они остаются многообещающим направлением для морских операций. Стремление интегрировать эти суда в более широкие электронные и ориентированные на данные стратегии не ослабевает, а автономные системы готовы изменить правила ведения боевых действий. Хотя подлодки класса «Вирджиния» практически невидимы для спутникового наблюдения благодаря глубинам океана и отражающим поверхностям, у них все же есть свои сложности. Постоянная гонка между совершенствованием скрытности подводных лодок и развитием противолодочной борьбы продолжается, не позволяя ни одной субмарине стать по-настоящему идеальной. Этот баланс между скрытностью и наступательными возможностями предвещает будущее, в котором подводные лодки останутся ключевым элементом военно-морской мощи и стратегии. В этих безмолвных глубинах ведутся инновационные разработки, которые обещают изменить наше представление о подводной войне и ее влиянии на мировую военную динамику. Роботы — это не просто образы будущего. Их уже сейчас активно создают для преобразования современного боя. Одной из самых интересных разработок является Марс, или модульная передовая вооруженная роботизированная система. Наземная мощная платформа, предназначенная для поддержки солдат с помощью высокоточных камер и инфракрасных датчиков. Эти машины могут быть вооружены и выполнять различные задачи разведки и боевой поддержки, быстро адаптируясь к потребностям оперативников в самых разных условиях. Не менее впечатляющей является работа над роботизированными экзоскелетами. Эти инновации обещают повысить выносливость и силу солдат, однако технические и энергетические сложности сдерживают их массовое внедрение. Несмотря на эти препятствия, исследователи неустанно продолжают совершенствовать технологии, стремясь создать костюмы, которые позволят военным переносить более тяжелое снаряжение по сложной местности более эффективно. Концепция ройной робототехники, основанная на примере самых скоординированных существ природы, воплощается в жизнь с помощью дронов и небольших наземных роботов, действующих совместно.
Уже сегодня системы способны координировать действия тысяч таких роботизированных элементов. Они участвуют в сборе разведданных и выполнении атакующих миссий. Эти достижения, поддерживаемые военными коммуникационными сетями, такими как экспериментальное использование Китаем технологий пятого поколения, представляют собой впечатляющий скачок в коллективном поведении роботов. Однако по мере распространения этих технологических чудес усиливаются и этические, и нормативные дискуссии. Перспектива того, что роботы будут самостоятельно принимать боевые решения, вызывает вопросы об ответственности и контроле. Это требует строгого надзора и регулирования как на национальном, так и на международном уровнях. По мере развития искусственного интеллекта и робототехники захватывающая перспектива машин, реализующих сложные военные стратегии, одновременно и восхищает, и пугает. Компании, такие как Aptec в Китае, с проектами вроде человекоподобного робота Tiangong, подчеркивают этот прогресс, создавая машины, способные передвигаться по сложным ландшафтам и обладающие мощными вычислительными возможностями. Путь от научной фантастики к реальному применению – это история неустанных инноваций. Какие новые горизонты откроются, когда роботы все больше будут менять правила ведения боевых действий по всему миру? В этой развивающейся истории мы видим проблески будущего, где границы сотрудничества между человеком и роботом постоянно расширяются, меняя военную динамику. В авангарде военных инноваций существуют истины, которые столь же захватывающие, сколь и преобразующие. Рост квантовых технологий особенно выделяется в области связи и сенсорики, где такие страны, как Китай и Россия, становятся пионерами в развитии. Эти достижения обещают появление сетей и сенсоров, способных обходить традиционные системы радиолокации и GPS, открывая будущее, в котором невидимое становится доступным для навигации. Что касается квантовых вычислений, то, несмотря на теоретические возможности взлома шифрования с помощью алгоритма Шора, практические применения пока остаются недостижимыми. Государства по всему миру, включая Соединенные Штаты, активно инвестируют в квантово-устойчивое шифрование, укрепляя свою киберзащиту перед лицом этой надвигающейся угрозы. Тем временем нанотехнологии балансируют на грани прорыва. Они предлагают заманчивую возможность создания сверхпрочных материалов, которые могут революционизировать броню и инфраструктуру. Хотя широкое внедрение еще не реализовано, интеграция легких и прочных компонентов в военную технику остается захватывающей перспективой, которая вот-вот вырвется из лаборатории в реальное применение. Искусственный интеллект знаменует новую эру в ведении войны, способствуя развитию автономных систем. Хотя полностью автономные системы, принимающие решения о применении летальной силы, все еще предмет ожесточенных дебатов и регулирования, современные технологии уже влияют на логистику и разведку благодаря адаптивным возможностям, которые продолжают совершенствоваться. Биотехнологии, в свою очередь, балансируют между усовершенствованием и этикой. Исследования по увеличению физических возможностей солдат, таких как ускоренное заживление и повышенная выносливость, продолжаются. Однако этот путь сопряжен не только с техническими трудностями, но и с множеством этических дилемм. Эти достижения не просто отдельные чудеса, а части сложной мозаики, которая готова переопределить будущие конфликты. По мере того, как эти технологии совершенствуются, их синергия может изменить саму структуру военных операций, бросая вызов старым парадигмам и прокладывая новые пути. Хотя горизонт полон обещаний, эти разработки требуют серьезного осмысления баланса между инновациями и ответственностью. Это повествование столь же многогранно, сколь и загадочно. Какие новые открытия ждут нас в этом динамичном танце между технологиями и стратегией? Только время покажет, когда мы вступаем в будущее, полное потенциала и стоящее на пороге открытий.